Итак, я проплела основную часть корзины узором ситец. Высота сейчас составляет 21 сантиметр моего изделия. И я уже было собиралась переходить на плетение тройной вновь веревочки. Вот как я это делала ранее на своем коробе. Смотрите, перешла на тройную веревочку, 2 ряда проплела, закрыла полностью плетение. Затем при помощи подстановки рабочих трубочек в одну и в другую сторону укороченными рядами плела необходимое количество рядов. Затем вновь подставляла 3 рабочие трубочки, 2 ряда тройной веревочкой плела и делала загибку, имитацию тройной веревочки. В общем-то, вот так это выглядит. Но я не хочу так делать. Хочу сделать по-другому. У меня есть 2 трубочки и плиту я ситцем. Сейчас я хочу их вывести и, в общем, попробовать не делать переходов, продолжить плести укороченными рядами и лишь в конце перейти на тройную веревочку. Наращиваю трубочки и вывожу их из-за первоначальных стоек. Так, вон мой хвостичек. Я его сейчас сразу подрежу. Каким образом? Немножко вниз опускаю. Вообще обожаю этот момент. И вот так вот вдоль плетения. Чик. И срезала. И там ничего не видно. Вообще супер. Так. А то я хотела без вас его срезать. Но показываю все, что я видоизменяю на своей карабульке. Так, вывела 2 стойки. Одну из них мне, по идее, нужно было разворачивать. Вот сейчас нужно разворачивать. И я сделала глупость, нарастила за стойкой рабочую трубочку. Быстро ее вынимаю. Нет, быстро не получится, она уже схватилась. И здесь будет некрасиво. В общем, ладно. Я ее потом для загибки использую. Наращу заранее. Сделаю наращивание заранее. Вот таким образом. Так. Эту трубочку я разверну налево. Смотрите, у меня получается от боковых стоек 1, 2, 3. Вот они. Вам не видно. 1, 2, 3. Вот они, мои 3, 1, 2, 3 первоначальные стойки. И именно с этих стоек я и начну плетение укороченными рядами. Вот. Поэтому я выбрала эти стойки. В общем, разворачиваю первую рабочую трубочку от этой стойки. Увожу ее налево. Так. А вот этой правой трубочкой, что я должна делать? Я, получается, буду делать цветочек. Ну, сейчас попробую, получится у меня или нет. Укладываю так и вот так. Да, немножко уплотню, чтобы вровень все было. Все. И увожу в правую сторону. Здесь у меня налево трубочка пошла, здесь направо. И буду плести укороченными рядами. Но я надеюсь, что все знают, что такое укороченные ряды. Это тот же принцип плетения ситцем. Единственное, что мы на каких-то там стойках делаем развороты и плетем в другую сторону. Давайте с правой начнем. Здесь уже нужно делать наращивание. Кстати, я забыла вам показать, уточнить, какое удобное расстояние. Об этом я говорила в первой части видео. 3 сантиметра между стойками. Расход трубочек при выплетании, тем более ситцем, он минимален. Вот смотрите, я довела, не нужно наращивать. Обрезочек будет очень короткий. И в нужном месте я трубочку срезаю. Моя скрутка получается вот здесь. Склеена скрутка. То есть вот этот хвостик, который не нужен, он и уходит в утиль. Вся полезная часть трубочки остается в деле. Это здорово. Раздела рабочую трубочку и продолжаю плести.
Так, дошла до противоположной стороны и то же самое. Раз, два, три. И вот они мои стойки. Помечаю их, у которых я буду делать развороты. Завожу, проминаю, делаю разворот. И плету теперь в обратную сторону. Срезы делаю на себя, чтобы наращивание было очень аккуратным с изнаночной стороны. Ну, выглядело аккуратным. Но в любом случае будет видно. Ну, ничего страшного в этом нет. Так. Сейчас немножко покажу. Вдруг кто-то не знает, как плести укороченные ряды. Принцип один и тот же. Я повторюсь, как мы плели ситец. Просто мы на каких-то стойках разворачиваем и плетем в обратную сторону. Так. Дошла до угловой стойки. Раз. И сейчас мне нужно будет, так, я не знаю. Я планировала здесь сделать 2 петельки, здесь 2 петельки. Наверное, так сделаю. Да, здесь сделаю 2 петельки, потом здесь сделаю 2 петельки. Или сделать их равномерно. Смотрите, на этом коробе у меня стоек получается на одну больше, чем вот на том, который я плету сейчас. Он чуть поуже, получается на 3 сантиметра где-то. И я разворотов, вот этих разворотов, делала здесь, получается, больше. Именно укороченных рядов у меня ступенька получилась такая размашистая. И мне, в принципе, этого хватило, чтобы сделать вот это углубление. Так как на этом коробе у меня вот эту стойку вообще я пропустила. Видите, здесь у меня они рядом идут, 2. Вот я с них начинала. А здесь, получается, для синхронности я вообще одну пропускаю. И поэтому я решила, ну, приняла такое решение, что буду делать по 2 петельки, по крайней мере, здесь и здесь. А здесь сделаю, наверное, одну. Ну, в общем, по наитию буду действовать. Вы делаете так, как вам удобно, да, все, видите, зависит от того. Если коробка по ширине позволяет там большое количество стоек, то нет смысла делать 2 разворота на одной стойке. Если же наоборот у вас очень-очень такая узенькая, то тогда можно сделать 2 и даже, наверное, 3 разворота. В общем, делайте, как вам больше нравится. В любом случае, если что-то не понравится, мы плетем всегда сначала с одной стороны, да, смотрим, как это получается. Можно распустить и все переделать. Ну и встретимся с вами, когда я уже закончу все свои укороченные рядочки. Покажу далее, как поступать буду. В общем, я поступила следующим образом. На первой стойке сделала, как вы помните, 2 разворота. На последующих 2 по 1 развороту. И с той стороны у меня получилось все то же самое. Когда я трубочку возвращала обратно, хвостик вывела с правой стороны, вот из-за этой стойки, где у меня последний разворот был выполнен. Здесь точно так же получается. Хвостик выведен вот таким образом. Все синхронно. Сейчас я вот эту трубочку рабочую наращу и подставлю одну дополнительную. Далее узор я буду плести двойную веревочку, наверное, пару рядов. Но посмотрю. Вот, и мне, в общем-то, сейчас это нарастило, нужно одну подставить. Как я выполню подстановку? Срезаю кончик трубочки, мягкую часть. Так, капельку клея. И мне нужно подставить за стойкой, там вот в петельку, за следующей. Аккуратно подставила, зажала
и увела направо. Вот они мои, получается, 2 первоначальные будут стойки. И я начинаю плести двойную веревочку. Так. Сразу укладываю плотно плетение, прижимаю его как бы. Так, вот это не мешается. Сейчас вот этот хвостик мы спрячем в плетение. Ничего не будет видно. Так. Угу. Раз. И вот так. Видите, я здесь захватила, можно даже прижать немножко. Все. И плету дальше. Ну и дальше у меня уже здесь, получается, требуется наращивание. Все, плетем дальше. Ну, я думаю, далее все понятно, да, по периметру, по всему. Проплетаю двойной веревочкой. Подошла к первоначальным стойкам. Вот она, раз, два. И закрываю ряд. Беру крайнюю правую рабочую трубочку, завожу ее за вторую стойку. Левую крайнюю за первую. Все. Ряд двойной веревочки аккуратно закрыли. И повторяю еще раз вновь по периметру данное плетение. Веревочка двойная. Закрываю второй ряд плетения двойной веревочки. Без вас подклеила третью рабочую трубочку. Сейчас я буду переходить на плетение веревочки тройной. Веревочка у меня будет сначала обратная, а затем сделаю переход на прямую тройную веревочку. В третьей части своего мастер-класса я показывала именно весь этот процесс, когда короб начинала плести, обратная и прямая веревочка. Ссылки на все части моего мастер-класса я оставлю, конечно же, в описании. И на этом с вами прощаюсь. Увидимся совсем скоро. Покажу, как сделать загибку и прикрепить деревянные ручки. Буду признательна вам за комментарии, ваши лайки. И до новых встреч. Увидимся совсем скоро. Пока-пока.